Скорая мчалась на срочный вызов за пределами города. Сирена выла, машина пробивалась сквозь поток, и вдруг резкий тормоз. Прямо посреди дороги стояла белая собака. Промокшая, дрожащая, она не двигалась. Она как будто ждала именно эту машину. Но то, куда она их повела, заставило всех замереть. Это было дождливое утро вторника в одной деревне под Тверью. Небо было тяжелым, дороги размыло, а бригада скорой помощи из районного пункта спешила на срочный вызов за пределами села. Сирена выла, машина с трудом пробиралась по грязной дороге, как вдруг водитель резко нажал на тормоза. Прямо посреди дороги стояла белая собака. Промокшая до нитки, дрожащая, она не двигалась. Ее глаза были устремлены прямо на машину, будто она ждала именно их. Водитель посигналил один раз, потом еще. Ничего. Это была необычная дворняга. Ольга, фельдшер, вышла, чтобы убрать собаку с дороги. Та не убежала и не залаяла. Лишь отступила на пару шагов и села, внимательно глядя на нее. Ольга попыталась увести ее в сторону. Собака подчинилась, но стоило женщине вернуться в машину, она снова вернулась на то же самое место. И тогда Ольга поняла, это не случайность. Эта собака пытается что-то сказать. Она не потерялась, у нее была цель. Ольга снова вышла, на этот раз медленно и осторожно. Собака не подошла, а развернулась и побежала в сторону леса у дороги. Ольга пошла за ней, пробираясь через кусты, спускаясь по мокрому склону, скользя по траве. И там, под елями, она увидела его, пожилого мужчину, лет 70, лежащего без сознания на сырой земле. Он едва дышал. «Живой!» — крикнула она напарнику Сергею. Собака стояла рядом, беспокойно металась, будто торопила их. Мужчину осторожно перенесли в машину скорой. Собака попыталась запрыгнуть следом. Ольга на секунду замерла и открыла дверь. Та тихо улеглась у его ног. В районной больнице диагноз подтвердился – инсульт. Врач сказал прямо: еще минут 20 и не спасли бы. Следующие дни собака не уходила от больницы. Она сидела у входа и в дождь, и в холод. Почти не ела, ждала. Спала прямо у дверей приемного отделения, не отводя взгляда от входа. Мужчину звали Иван Петрович. Когда его состояние немного стабилизировалось, Ольга и Сергей уговорили врачей пустить собаку внутрь хотя бы на минуту. С тех пор, как случился инсульт, Иван Петрович не говорил. Но когда собака вошла в палату, все изменилось. Она тихо заскулила, его губы дрогнули, и вдруг по щеке скатилась слеза. Он с трудом прошептал: «Бим». Его верный пес нашел помощь и вернулся к нему. Их встреча была тихой, но такой сильной, что у всех, кто стоял рядом, на глазах выступили слезы. Иван Петрович гладил его снова и снова, будто держался за жизнь. После этого он начал быстрее приходить в себя, стал говорить, есть, даже улыбаться. Врачи только разводили руками. Тут уже не лекарства помогли. Вскоре приехала его жена. Она искала его с самого утра того дня, когда он ушел гулять с Бимом и не вернулся. Он потерял сознание в лесу, а пес все это время не отходил от него. Когда Ивана Петровича выписали, жена сначала увела Бима домой, но через несколько часов пес снова вернулся к больнице и лег у входа. Он провел там еще одну ночь, и только утром, когда сам Иван Петрович вышел из дверей, Бим спокойно поднялся и пошел рядом с ним. Некоторые вещи нельзя объяснить, преданность – одна из них. И иногда именно она спасает жизнь.